Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро. С кем же закончится ваше одиночество? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Вы сейчас находитесь, знаете, в таком состоянии, вот как будто вот какое-то опустошение, либо же разрушение, да, вот, ну, больше холодные такие вот энергии вас переполняют. Может быть, злость, в чем-то даже злость на самого себя. Потому что в вашей жизни был обман, да, и вот этот обман, он не дает вам покоя. Вы не можете забыть этот обман, вам от этого плохо. Вы теперь с недоверием относитесь к людям, вы в чем-то, может быть, даже более жестче стали. Вот этот обман очень плотно сидит вот в ваших мыслях, да, вы, возможно, даже прокручиваете очень часто эту ситуацию, которая раньше произошла в вашей жизни. Личная жизнь сейчас у вас находится как бы в подвешенном состоянии. Я не вижу как таковой вот личной жизни, да, вот серьезных отношений. Да вы, в общем-то, как-то и ограждаетесь, наверное, от этого. Вот вам, знаете, ну не до этого, что ли. Вы, может быть, проводите больше времени там на работе с друзьями, да, вот у вас есть, в принципе, друзья, которые могут вас выслушать, могут вам помочь, поддержать. Это либо же ваши близкие друзья просто, да, либо коллеги на работе, с которыми вы можете поделиться, вот именно когда вам плохо, да, которые... Вот знаете, с ними можно и в горести, и в радости. Вот такие вот, пусть один, но есть вот у вас настоящий друг. И когда вам было плохо, этот человек, в общем-то, вам помог, поддержал, да, там один друг, у кого-то может быть не один друг, да. Так, что еще у вас сейчас в жизни происходит? Знаете, вообще вы как-то вот живете, вы то ли слишком доверчивый человек, ну вот по жизни вам, даже вот ваша женщина ваша, которая была, она много чего вам не договаривала, вы много чего не знаете. Знаете, вот вы такой доверчивый, даже вот по работе вам могут, ну, навешать с 3 короба. Потому что знают, что вы вот такой вот доверчивый добряк, да, вот, может быть, даже по работе у вас были такие ситуации, да, что, ну, там, подставляли, либо же, ну, еще какую-то свинью могли подсунуть, да, наговорить на вас, и знали, что вы это все стерпите. Вот как-то вы так по жизни живете, да, что люди... Ну, садятся на голову вам, да, вот они пользуются вашей добротой, потому что, ну, вы, в принципе, добряк, хотя вы сейчас, ну, немного так жизнь вас закалила, да, вы немного сейчас пожестче такой стали, но в глубине души вы, по сути своей, вы такой добряк-добряк, потому вас и использовали всю жизнь. И потому вы и остались с разбитым сердцем, потому что там женщина использовала, возможно, там друзья кого-то подставили, еще там, ну, были ситуации по жизни, да, вот на работе, может быть. Ну, то есть вот такой вы слишком уж доверчивый по жизни, да, вот хоть и мужчина, ну, все равно вы слишком уж так верите людям, да. Так, очень много страхов у вас, страхов за свое будущее. Вы не уверены, что у вас наладится вот будущее как-то, да? Вы настолько вот, ну, знаете, впечатлительный, может быть, такой переживательный, ранимый человек. Вы, знаете, вот смотрите вроде бы и в будущее, но оно вас немножко так пугает, да, а что будет, а с кем я буду, а будет ли у меня женщина, да, вот вы как будто ждете ее, да, вы ждете, но в то же время вас, так знаете, немного это страшит. Итак, смотрим. Будет ли у вас женщина, которая избавит вас от одиночества? Потому что вы в тупике, вы в полнейшем тупике. Вам кажется, что, может быть, даже кажется, вы один останетесь. Да, вот все женщины не такие.
женщины не нравятся, да, может быть опаска, что они все корыстные, там, продажные, гулящие и так далее, да, вот вы думаете, что всем женщинам деньги нужны, вот эти вот моменты вас пугают, хотя вы хотите, да, вот вы ждете, вот в душе вы ждете новую любовь, новые отношения, да, и Вселенная вам все равно пошлет новую любовь. Давайте-ка посмотрим, что это будет за женщина. Кстати, потрясающая карта. И туз пентаклей, да, это будет, вот знаете, как будто вот шанс, дар Вселенной. Вот эта женщина, эти отношения, знаете, это мало кому даются такие отношения. Знаете, вот это будет как будто вот награда за ваши страдания. Это будет женщина, которую вы полюбите. Это не просто какая-то девочка для развлечений. У некоторых даже брак может проигрываться. Эта женщина может быть даже, знаете, она может быть из прошлого, но это не бывшая, нет. Эта женщина, возможно, вы ее знаете, где-то сталкивались, да, она может быть даже с детством в чем-то связана, может, это старая знакомая, да, может быть, вы учились там вместе, либо работали вместе. Ну, то есть, это будет, скорее всего, женщина, которую вы знаете. Так. Знаете, вот она появится в вашей жизни, она появится. Вот именно как-то, знаете, она вас зацепит, вот вы как-то вот невзначай с ней начнете общаться, да? Вот она снова появится в вашей жизни, вот где-то вы пересечетесь с ней. И, возможно, даже либо по работе, либо, ну, это может быть и по дороге на работу, с работы, в командировке, где угодно. Но как-то вы вот пересечетесь с ней, да, вот, знаете, вот такая вот безобидная ситуация, когда слово за слово, да, и ты понимаешь, что это твой человек. Вот пусть это редко очень бывает, но вот да, вы знаете, наверное, бывает, познакомишься с женщиной, и такое ощущение, что вы ее 100 лет знаете, да, вот. У женщин тоже так бывает, такое ощущение, как будто 100 лет мужчину она знает. Вот человек, который, знаете, вот она станет вашей палочкой-выручалочкой, что ли, вот именно вот вашим спасением от одиночества. Она появится вот в тот момент, когда, вот знаете, какой-то вот у вас появится вот обострение вот вашей ностальгии, обострение ваших воспоминаний, да, вот бывает у человека, у каждого, вот вроде бы все нормально, нормально, а потом как накатит воспоминания какие-то, да, вот начинаешь думать, да, вот как-то так грустно, печально и тоскливо. И вот у вас будет такой период, когда вот, ну, нахлынет, да, вот какие-то эмоции, да, вот, может быть, прошлое начнете вспоминать. То есть вам будет грустно, печально. И в этот период вы познакомитесь, вы, вернее, не познакомитесь, начнете общаться вот с этой, со своей какой-то старой знакомой, да. Она вот именно вас спасет от этого одиночества. Вот как-то, знаете, вот настолько непринужденно будет общение, настолько вот очень комфортно вам будет с ней. Причем эта женщина, ну, не про деньги абсолютно. У нее есть деньги, ей деньги не нужны, она не будет вас разводить на деньги, ну, никоим образом, да. Давайте-ка посмотрим немножко характеристику вообще, что это за женщина, может быть, вы узнаете кого-то из своих знакомых. Она очень умная, очень коммуникабельная. Она может работать где-то вот там, где много людей, да, вот ораторство, ну там, где, да, знаете, вот педагоги лекции читают, чему-то учат, да, вот. Ну как-то вот она работает там, где много людей. Она очень коммуникабельный человек. Она мастер в своем деле, да. Может быть, даже врач, кстати, может проигрываться еще медицинские профессии, может быть. Женщина, которая, знаете, вот она станет вашей
ну, новой страницей вашей жизни, потому что с ней у вас приходят кардинальные перемены, абсолютно новая жизнь. Так, да, вот ну снова вот у нас две карты выпало. Совершенно новый этап. И именно в тот период, когда вот вам, знаете, вот ну депресняк, воспоминания, она, знаете, вот как будто вытащит вас из этого состояния. Вот это как раз то, что я всегда говорю, что Вселенная нам посылает вот людей, события именно тогда, когда нам нужно. Вот она появится вот в то же время, когда это нужно. Так, какая это еще женщина? Давайте уточним. Очень эмоциональная, добрая. Посмотрите, потрясающая семейная карта у нас выпала. Она очень, знаете, очень ранимый человек, поэтому с ней нужно очень осторожно общаться. Она обидчивая. Да, она активная сама по себе, она очень активная, она живчик такой. Но в то же время она такая, знаете, вот, ну, как девочка, наверное, в душе еще. Вот с одной стороны, она и постоит за себя, она целеустремленная, а с другой, вот надо очень осторожно с ней общаться, потому что, ну, можно обидеть, да, вот как-то не так слово сказать, да, и уже все, она обиделась. Очень такой трепетный человечек. Женщина, которая, знаете, вот она, она вот умеет как бы обустраивать быт, что ли. Вот такие женщины, они умеют вот именно семейный очаг обустраивать. Вот она знает, как сделать уют вот этот домашний, да, потому что далеко не каждая женщина умеет обустроить красиво дом, да. Я уже не говорю про то, что не каждая там умеет вкусно готовить, допустим, да. Вот. Она такая вот настоящая хозяйка. Она очень экономная, вам скажу. Она не будет транжиркой. Она всегда вот как-то складывает все копеечка к копеечке. Вот она всегда, знаете, даже к денежным тратам она подходит с таким каким-то вот рациональным зерном, да, вот, допустим, получила зарплату, вот эту сумму я на это потрачу, вот эту сумму я потрачу там еще на что-то, да, и она так разложит это все по полочкам. Ну, то есть она не будет, даже вот ваши деньги, она не будет транжирить направо и налево. Она не из таких абсолютно. Хотя, вот знаете, она, ну, у нее были в жизни моменты, кстати, вот да, ее тоже, ее обижали. Вот мужчина было, что, да, ее обижали в жизни. У нее был крах любви, крах семьи у этой женщины был, да. Да, было у нее и судебное разбирательство, да, развод был у нее. Возможно, ребенок может проигрываться также. Так, ну, то есть это у нас выпало колесо фортуны, да, это женщина, которая вам по судьбе. То есть можете так проанализировать, да, может быть, кого-то там из прошлого вы узнаете. Женщина, ну, скорее, наверное, это будет шатенка, да, шатенка, брюнетка такая. Может, огненный знак проигрываться у нее, может быть, какая-то старая знакомая ваша, да. Хотя, в общем-то, бывает, что мы, если мы недолго общаемся с человеком, да, мы потом можем и забыть про него. То здесь может проигрываться ситуация, что, может быть, вы с кем-то там общались, может быть, вы переписывались с кем-то, может быть, вы недолго где-то работали, да, и женщина, ну, как бы не отложилась в вашей памяти. Вот. А так, в принципе, у вас очень хорошая карта. Новая любовь. Туз кубков у нас выпал. Колесо фортуны у нас выпало. Ну, то есть вы идете совершенно в новый жизненный этап, да? Причем это судьбоносный этап. Это потрясающий новый этап вашей жизни. Поэтому кто сейчас расстроен, да, настрой на позитив, настрой на новую женщину. И помним, как всегда, у вас все будет хорошо. Я узнавала. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!